Всем привет! У меня сегодня день рождения, но это никак не помешает почитать вот такую книгу, поэтому комментарии с поздравлениями приветствуются. Но так как на улице жарко, я буду читать в номере. Читать буду в номере, Янчиков тут слушать будет. Читать будем книгу «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Назарбаев. Ну, сразу бы хотелось сказать, как обычно, книгу написал автор, я ее только читаю. И если у вас есть какой-то комментарий, то можем обсудить это в комментариях. Второе. По вот этому QR-коду вы можете отправить донат и выбрать любую другую книгу, которую хотите послушать. Мы ее почитаем. Ну и третье. Если ваш комментарий будет очень хорошим, то, возможно, вы выиграете эту книгу. Мы ее разыграем при прочтении последней главы. Вот все, тогда начинаем читать. Пока в номере, а следующие главы уже, скорее всего, будем на балконе или на пляже читать. Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, выдающийся деятель, основатель современной казахстанской государственности, которому принадлежат особое место в истории Казахстана и мировой политики. За 30 лет служения на посту главы государства он внес исключительный вклад в дело строительства суверенного Казахстана и восхождения родной страны к высотам современной цивилизации. В книге мемуаров политик оглядывает свой жизненный путь, повествует о разных периодах и этапах независимого развития страны, анализирует успехи и неудачи на этом пути. Автор откровенно рассказывает о звездных часах и горьких уроках, пережитых в большой и многотрудной жизни. Размышления лидера, которому на драматическом переломе эпох выпало счастье поднять знамя независимости и возглавить нацию на пути к возрождению, отражает опыт, представляющий интерес для всех поколений читателей. Нурсултан Абишевич Назарбаев «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Для чего пишутся мемуары? Решение. 18 марта 2019 года, в тот день в преддверии светлого праздника Наурыз, мы заложили фундамент новой мечети столицы. В тот же день я принял одно из важнейших решений в своей жизни. Завершив все мероприятия, мы сели в автомобиле. Я пригласил председателя Сената Касым-Жомарта Токаева в свою машину. Мы направились на открытие нового офиса Духовного управления мусульман Казахстана. Касым-Жомарт, пришло время сказать то, что должно было быть сказано. Начал я разговор. Догадывался он или нет, о чем пойдет разговор, но он повел себя как опытный дипломат и выдержал паузу. Я завтра приму важное, нет, особо важное решение, о котором думал в последнее время. Осуществлю свой замысел, которым давно делился с тобой. Выступлю с обращением к народу. Я заметил, что по моей интонации он сразу уловил суть произнесенного. «Я сложу с себя полномочия главы государства. Согласно Конституции передам тебе исполнение обязанностей президента», — сказал он. Сказал я. Он молчал. Через некоторое время отозвался. «Может, еще подумаете? Не рановато?» «Нет, не рано. Я всесторонне обдумал. Время пришло». После моих слов мы оба замолчали. Принимая такое решение, я учитывал, что долго нахожусь у руля государства. 5 лет был председателем правительства Казахской ССР и почти 30 лет первым руководителем независимого Казахстана. Мой возраст подходит к 80 годам, здоровье тоже давало о себе знать. Но главное, менялся мир, приходило новое поколение лидеров, нам тоже необходимо было меняться. Миссия строительства независимого государства была выполнена, я сделал все, что мог для моей страны. Место для новой мечети было выбрано недалеко от района международной выставки «Экспо», проведенный в 2017 году. В то время здесь ничего не было, простирался огромный пустырь, я огляделся. С одной стороны бескрайняя степь до кромки горизонта, с другой новый город, раскинувшийся в степи. До сих пор у меня перед глазами этот образ, ограниченный союз степи и города. Казалось, в этом пейзаже отражалась вся наша действительность в третьем тысячелетии, в начале 21 века. Исходя из казахской картины мира, мы называем близким сердцу слово «степь» и широкую равнину, олицетворяющую родную землю и сельскую местность, и природу, и землю предков. Говоря как «степь», подразумеваем широту и щедрость. Даже выбравшись из своей квартиры в многоэтажном доме и прогулявшись по двору, говорим «прошелся по степи». Всем этим соединяя себя с великим понятием. С любовью произносим «широкая степь», «светлая степь», «вольная степь». Слово «город», означающее крупный населенный пункт, очаг
оседлой жизни, у нас имеет и значение защита, опора. Гармоничное сочетание города и степи представляется как синтез нашего традиционного сознания и общечеловеческих ценностей в эпоху глобализации. Бесспорно, что возведение столицы в середине нашей степи, украсившее ее словно золотое ожерелье, является подвигом всей страны. Уж мне-то хорошо известно, как трудно было принять это решение, а особенно притворить его в жизнь. Осуществление этой крайне важной для жизни государства задачи на просторах Великой Сарарки, в главном городе казахов Астане, несомненно имеет свое символическое значение. Находясь в машине, мы с Касым-Жомартом Кемелевичем стали советоваться о предстоящих делах. Разговор на эту тему велся между нами и раньше, но тогда не назывался не только месяц, но и даже год предстоящего события. Мне вспоминается, при каких обстоятельствах Касым-Жомарт Кемелевич был направлен на работу в Организацию Объединенных Наций. С бывшим тогда генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном я был близко знаком давно, еще когда он работал министром в Южной Корее. Пользуясь этим, я несколько раз задавал ему один и тот же вопрос. Нельзя ли принять человека из Казахстана на руководящую должность в ООН? В конце концов, данный вопрос должен был решиться. Я предложил Токаева. Предложение приняли. Он успешно прошел все испытания. Перед его отъездом я имел с ним откровенную беседу и сказал: «Если возникнет необходимость, отзову обратно. Будь готов и к этому». Мы договорились. Он стал заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций, генеральным директором Женевского отделения ООН, генеральным секретарем конференции по разоружению. И когда в 2013 году пригласил его обратно на родину, я думал со временем вручить ему бразды правления государством, а до этого создать для него возможность стать вновь председателем Сената, который, согласно Конституции, является вторым лицом в системе власти в Казахстане и непосредственно занимается решением важных вопросов. С тех пор Касым-Жомарт Кемелевич за 6 лет с честью прошел и это испытание временем. Я окончательно убедился в том, что могу полностью доверить ему руководство страной. Не сомневался в его человеческих качествах, ведь много лет мы были рядом. Об этом я думал и когда назначал его на должность премьер-министра. Правда была и в том, что я заботился о психологической подготовке граждан страны к этому событию. Во время встречи с представителями общественности перед президентскими выборами весной 2015 года, накануне Международного женского дня, я открыто отметил, что получил тысячи писем, в которых меня просили выдвинуть свою кандидатуру, но вместе с тем сказал, что у меня есть другие планы. В ту пору шли разговоры о вынесении на референдум предложения о том, чтобы Елбасы правил страной пожизненно. Инициативу, выдвинутую в Восточном Казахстане, поддержали и другие регионы страны. В общей сложности по всей стране под ней подписалось около 5 миллионов человек, а это большинство избирателей. Это можно даже принять за решение вопроса. Конечно, я мог бы рассматривать произошедшее как отрадный факт. И все же, мое окружение с восторгом восприняло это. Я должен был определиться. На своем посту до конца жизни находятся только короли. Они получают власть по наследству. Если бы мы поступили так, то подверглись бы критике мирового сообщества. С другой стороны, как не считаться с мнением 5 миллионов человек, поэтому возникла необходимость провести досрочные выборы. На выборах 2015 года за меня проголосовало 97,75% избирателей. В некоторых местах люди голосовали, выстояв в образовавшихся длинных очередях. Помню, наблюдатель из России, известная личность, герой афганской войны, первый президент Республики Ингушетия Руслан Аушев в интервью прессе с восхищением говорил об этом. «Я благодарен моему народу за огромное доверие, оказанное мне». После этого прошло 4 года. Настало время провести ряд изменений. 15 января 2017 года я проинформировал граждан страны о необходимости проведения реформ в политической системе государства. В начальный период в условиях хаоса и неразберихи для преодоления громадных трудностей в ходе строительства и становления государства требовалась сильная президентская вертикаль власти. В свое время это оправдало себя. Предстоящая реформа должна была повысить эффективность системы управления. Так и было сделано. В 19 статей Конституции были внесены соответствующие изменения. Ряд полномочий президента был распределен между другими ветвями государственной власти. Значительно усилилась роль правительства и парламента. 5 июля 2018 года я подписал закон о Совете Безопасности Республики Казахстан. Если раньше этот орган являлся консультативно-совещательным, то теперь он стал конституционным органом с широкими полномочиями. Но все же, в раздумьях о будущем страны меня сильно тревожили негативные мировые процессы.
Однополярный мир, сложившийся после распада Советского Союза, распуска социалистического лагеря, прекращения деятельности Варшавского договора и окончания Холодной войны, вновь становился двуполярным. Россия, возродившаяся при Путине как мировая держава, перешла к противостоянию с США. Сильно укрепился Китай. В этих новых условиях стала очевидной необходимость формирования новой стратегии развития Казахстана, начало нового рубежа в жизни страны. Кто может в будущем осуществить руководство реализацией этой задачей? Кто может возложить на свои плечи тяжелый груз по дальнейшему продвижению Казахстана к процветанию? Кому я могу доверить бразды правления страной? Оль, сделаешь потише? Такие мысли по ночам не давали покоя, терзали мою душу. В конце концов, мой выбор остановился на Токаеве. Хочу подчеркнуть, выбор не пал, а именно остановился. Впервые я увидел его, будучи главой правительства Казахстана во время поездки в 1985 году в составе делегации Верховного Совета СССР в Пекин. Мне запомнился молодой парень-казах, прекрасно владеющий китайским языком, с которым я даже успел кратко побеседовать. В 1992 году специально ездил в Москву, в Министерство иностранных дел, где он тогда работал, чтобы позвать его на родину. Помню, даже процитировал слова из известной песни «Бери шинель, пошли домой». Однако... Да, в политике шагу ступить невозможно без этого «однако». Как бы ты ни доверял человеку, выбранному в качестве преемника, смена руководителя страны – дело непростое, не говоря о конкурирующих группировках во власти, знающих, что в конце концов наступит такой финал, и внимательно следящих за каждым шагом. Очень трудно отважиться на изменение умонастроений народа, на протяжении 30 лет привыкшего к правлению одного человека, к его поведению, к его речам. В любую эпоху, в любом обществе смена власти обычно сопровождается разного рода рисками. В такие моменты в стране нередко начинаются потрясения, беспорядки, а политические силы, обычно не проявляющие себя, активно прорываются к власти. Учитывая все это, я решил сначала прозондировать настроение общества. 4 февраля 2019 года попросил Конституционный совет дать комментарии по поводу 3-го пункта статьи 42 Конституции о прекращении полномочий президента. По правде говоря, я позаботился о том, чтобы общественность не придала этому особого значения. На второй день после своего обращения я сделал заявление, в котором отметил, что это абсолютно рутинный вопрос государства. Проблемы бывают и в законах. У Конституционного совета есть право толковать такие проблемы. Мне задавали вопрос, при каких условиях по своей доброй воле президент может уйти в отставку. Этого в Конституции не было прописано. Нет такой записи. Я попросил Конституционный совет разъяснить это. Конечно, всех интересуют выборы, транзит и так далее. Читайте Конституцию, читайте законы о президенте, там все четко расписано. Да, у президента есть право объявить досрочные выборы. Нам это не грозит. Так что давайте успокоимся, будем нормально работать, сказал я в заявлении. 15 февраля Конституционный совет дал ответ на мой запрос и разъяснил, что в данной норме не являются полными основы досрочного прекращения президентских полномочий. По мнению Совета, из основного закона вытекает право главы государства выходить в отставку. В сообщении, распространенном Конституционным Советом, написано: словосочетание в 3-м пункте статьи 42 Конституции в случае досрочного освобождения как основание досрочного прекращения полномочий охватывает и выход в отставку главы государства. Итак, правовой рычаг выхода в отставку главы государства был определен. Понятно, что и мое заявление, и комментарии Конституционного совета не могли до конца развеять сомнения большинства людей. Теперь я конкретно приступил к осуществлению задуманного. 21 февраля обнародовал свое решение об отправке в отставку правительства, возглавляемое Бахджаном Сагентаевым. Рост ВВП в основном обеспечивается за счет сырьевых ресурсов. Правительству совместно с Национальным банком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретные результаты по многим важным направлениям отсутствуют. Создается недостаточное количество продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не превратился в драйвер роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров. Было сказано в моем заявлении, вскоре по согласованию с Мажилисом парламента, я назначил на должность премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина. Эти решения плюс интервью Касым-Жомарта Токаева, данное им за полгода до этого журналисту телекомпании BBC Стивену Сакури, давали понять, что в стране назревают крупные изменения. Причем они не будут длиться долго. В том интервью Токаев на один из вопросов ответил так:
Откровенно говоря, я не верю, что президент Назарбаев пойдет на президентские выборы в 2020 году, поскольку он очень мудрый человек. Он совершенно благоразумен. Я думаю, что в 2020 году у нас будет президентские выборы с другими кандидатами, без участия президента Назарбаева. Конечно, это мое личное мнение. Президент сам примет решение. Обращение. На следующий день, 19 марта 2019 года, я озвучил свое обращение к народу Казахстана по телевидению. Сегодня я обращаюсь к вам, как это делал всегда, в самые важные моменты истории нашего государства, которые мы вместе строим. На сегодняшнее обращение особое. Я принял непростое для себя решение – сложить в себя полномочия президента Республики Казахстан. Начав этими словами, перечислил основные дела из осуществленных за прошедшие годы, затем перешел к главной теме. Как основатель независимого казахстанского государства, вижу свою будущую задачу в обеспечении прихода к власти нового поколения руководителей, которые продолжат проводимые в стране преобразования. Вопрос преемственности власти в Казахстане решен конституционно. В случае досрочного прекращения полномочий действующего президента, его полномочия переходят к председателю Сената до окончания выборного срока. Затем состоятся выборы нового президента. Председателем Сената парламента в настоящее время является Касым-Жомарт Кемель-Улы Токаев. Вы его хорошо знаете. Он выпускник МГИМО, доктор наук. Свободно владеет английским и китайским языками. Прошел большой путь на руководящих должностях республики. Был министром иностранных дел в годы становления внешней политики страны. Работал вице-премьер-министром и премьер-министром страны. Председателем Сената. Знаете страну, ее экономику и политику. Это было большим признанием его заслуг как дипломата и знаком доверия к Казахстану. Рядом со мной он работает почти с первых дней независимости Казахстана. Я хорошо его знаю. Он человек честный, ответственный и обязательный. Поддерживает всецело проводимую политику внутри страны и вовне. Все программы разрабатывались и принимались с его участием. Я верю, что Токаев именно тот человек, которому мы можем доверить управление Казахстаном. Свое обращение завершил так. Уважаемые казахстанцы, мои соотечественники, сегодня я обращаюсь к каждому из вас. Перед страной стоят масштабные задачи, и я уверен в нашем успехе. Каким я вижу Казахстан будущего? Я твердо уверен, что казахстанцы будущего – это общество образованных, свободных людей, говорящих на 3 языках – казахском, русском и английском. Они граждане мира, они путешествуют, они открыты новым знаниям, они трудолюбивы, они патриоты своей страны. Я убежден, что Казахстан будущего – это общество всеобщего труда, это государство с сильной экономикой, где все делается для человека, где лучшее образование, лучшее здравоохранение, где царят мир и спокойствие, где граждане свободны и равны перед законом, а власть справедлива. Я верю в то, что мы движемся правильным курсом и ничто не сможет сбить с вас с верного пути. Если мы будем сильны, с нами будут считаться. Если мы будем надеяться на чудо или полагаться на других, мы растеряем государство. После этого перед всем народом я подписал указ о досрочном сложении своих полномочий, о поручении исполнять обязанности президента согласно Конституции председателю Сената парламента Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву. Наверное, в мире нет руководителя страны, который не думает об отставке и своем преемнике. Отставка только произносится легко, не всякий рискнет пойти на это, тем более добровольно. Одни не жалеют расстаться с властью, к которой привыкли за многие годы, и до конца жизни не могут оторваться от трона, мучая тем самым и себя, и страну. Другие не верят в то, какую оценку в будущем дадут их деяниям, кто придет на их место, а самое главное, в завтрашний день своей страны. Третьи, не найдя законного механизма передачи власти эстафеты демократическим путем, точнее, не создав в свое время этот самый механизм, оказываются в тупике. Слава Богу, в нашем Казахстане смена власти произошла в соответствии с Конституцией, в надлежащих юридических рамках. 9 июня 2019 года в стране прошли досрочные выборы президента. Из 9 миллионов 274 тысяч 110 человек, участвовавших в выборах, 6 миллионов 539 тысяч 715 человек, то есть 70,96% проголосовали за Касым-Жомарта Токаева. Это подтверждало правильность моего решения. Народ своим выбором поддержал и меня. Так я испытал смысл выражения «власть приятнее отдавать, чем брать», не жалея о своем решении. Перед чистым листом бумаги. Понятно, что после передачи должности президента страны работы у меня стало намного меньше и значительно больше свободного времени. Открылось больше возможностей размышлять об этапах пройденного пути,
анализировать вехи своей жизни. Думая так, я решил рассказать о пережитом, перенести на бумагу все, что постигнуто, увидено, осмысленно. И все же взяться за это дело тоже было нелегко. С одной стороны, может показаться, что для меня не будет сложным подготовить книгу о себе, о времени, в котором жил. Вся моя жизнь неоднократно расписана и представлена общественности. Чтобы сосчитать количество написанных обо мне книг, наверное, не хватит пальцев обеих рук. За этими исследованиями стоят и признанные на международной арене весьма уважаемые авторы, произведения которых переведены на многие языки мира. Немало есть и моих собственных книг, изданных в разные годы. В различных сборниках содержатся мои доклады, выступления, интервью. Наконец, существует библиотека, которая может в любое время предоставить мне необходимый материал. Мы в Казахстане по традиции, которой придерживается весь цивилизованный мир, сумели сформировать такую библиотеку. В Соединенных Штатах Америки и других развитых государствах у каждого президента, ушедшего с поста главы государства, формируется своя библиотека. Причем название «библиотека» здесь только традиционное, ибо там собираются не только книги. В такой библиотеке бережно хранятся вся печатная продукция, аудио, видеозаписи, фотографии, переписка и другие архивные материалы, относящиеся к годам деятельности этого президента. Важно, что любой ее посетитель, особенно из числа представителей молодого поколения, может получить сведения об истории независимости нашей страны и этапах развития государственности, ознакомиться с деяниями предыдущих поколений и тем самым расширить свой кругозор. Весь архив составлен на научной основе. Собери нужные сведения, приведи их в систему и пиши. Но основная проблема заключается в том, что насколько будущая книга будет служить уроком современникам, грядущим поколениям. Почему я должен был взяться за написание мемуаров? Я хотел рассказать о событиях, очевидцам и свидетелям которых был я сам. Если еще раз напомнить об известных всем истинах, то мемуарами являются записи о событиях, свидетелем или участником которых был автор воспоминаний, или о людях, с которыми он общался. Мемуарист рассматривает свою жизнь в историческом плане, анализирует свои действия, как часть общего исторического процесса своей эпохи. Вот почему авторские мемуары, если сравнить их с хроникой современного ему времени, являются несколько субъективными. Даже в мемуарах всемирно известных политических деятелей и ярких личностей, оставивших неизгладимый след в истории, наблюдается известная однобокость. Вполне естественно, что мемуары рельефно и красочно описывают сделанное ими и оставленные ими следы, превознося все хорошее и скрывая негативное. Поскольку политик тоже человек со своими слабостями, ему трудно добиться стопроцентной объективности. Но это не значит, что не надо стремиться к этому. С этой точки зрения я согласен с мнением бывшего министра иностранных дел СССР Александра Бессмертных, который в предисловии книги Эдуард Шеварднадзе, когда рухнул железный занавес, отмечал: «Писать мемуары – дело весьма рискованное, особенно для политиков, и надо отдать им должное, риск не вынуждает их бросить перо». В результате история обогащается полезными свидетельствами и документами, помогающими лучше понять парадоксы той или иной эпохи или своеобразие интересной личности. Бесспорно, что на литературе подобного характера может негативно отразиться политическая конъюнктура конкретного времени. То, что прославленный полководец-герой Жуков в своих воспоминаниях и размышлениях писал о роли и месте Сталина во Второй мировой войне, внесло большой вклад в восстановление образа весьма сложной личности, которая была принижена после кампании развенчания Хрущевым, культа личности. Хотя и там не была раскрыта вся правда. А читая эту книгу Энвера Ходжи со Сталином «Воспоминания», вы вообще не сможете найти никаких изъянов в образе Сталина, считающегося в наше время одним из самых кровавых диктаторов мира. В книге Сабита Муканова «Школа жизни», которую мы все зачитывали с юных лет, трудно встретить точную справедливую оценку классовой борьбе и идеологическим противоречиям, имевшим место в 20-х и 30-х годах прошлого столетия. Тем не менее, трилогия Сабита Муканова до сих пор ценна как панорамное творение, показывающее широкую картину того времени и по возможности всесторонне охватывающую правду той эпохи. В свое время с большим интересом прочитал книгу Джавахарлала Неру «Автобиография», которая в познавательном плане имеет большой вес. Как подумаешь,
что это столь богатое на документальное свидетельство произведения написано в тюрьме, невольно восхищаешься поразительностью памяти автора. Есть такой афоризм: каждое поколение заново переписывает историю. В нем большая доля истины. И все же не хотелось бы впадать в соблазн описать события нашей недавней истории с неких вневременных позиций. Сегодня чрезвычайно популярен жанр политической мемуаристики. Это хорошо объяснимо. Время стремительное, некоторые годы вобрали в себя десятилетия обычной истории. Но в этой мемуаристике зачастую присутствует желание переписать историю. Так я писал в своей книге «На пороге 21 века», изданной в 1996 году. Выходит, даже в том труде, написанном еще на заре суверенитета, я смотрел на мемуарный жанр с известным подозрением. Но разве это повод отказаться вообще от рассказа о своей жизни? Нет, конечно. Следует учитывать и такой нюанс. Я долгое время находился на вершине государственной власти. Вполне достаточно для того, чтобы увидеть многие вещи, дать оценку многим явлениям. Даже среди деятелей, возглавлявших государство всего лишь в течение небольшого периода этого времени, есть такие, которые успели написать свои книги воспоминаний. Например, Борис Ельцин за 10 лет правления страной издал 3 мемуарные книги: «Исповедь на заданную тему», «Записки президента» и «Президентский марафон». Как выясняется, многие авторы к своим будущим мемуарам приступают еще в годы своей службы. Так Джордж Буш-младший в своей книге «Ключевые решения» пишет: «Последний год своего президентского срока я всерьез задумался о написании мемуаров. Да, если на любое явление посмотреть с глубоким осмыслением, то и после 8 лет президентского срока можно создать творение, которое не оставит читателя равнодушным». Автор «Ключевых решений» сумел сделать так. В книге живо и интересно рассказывается о событиях, имевших место в самой могучей стране мира в 2001-2009 годах, в том числе об ужасающем теракте, совершенном 11 сентября 2001 года, о произошедшей после этого иракской войне. Запоминается его требование к талибам: они или должны порвать с террористами, или их самих постигнет участь террористов. Сказанные им слова: «Я не забуду эту рану, нанесенную нашей стране, и тех, кто сделал это. Я не сдамся, не успокоюсь. Я буду непреклонен в этой борьбе за свободу и безопасность народа Америки». Нелегко 8 лет руководить такой исполинской страной, как США. Ускорить реализацию давнего плана меня побудили и просьбы ряда казахстанских и зарубежных издательств. Кстати, многие авторы мемуаров указывают, что к написанию воспоминаний их подтолкнула подобная настоятельная просьба или другой действенный стимул. Книга Махатмы Ганди «Моя жизнь» начинается словами: «Лет 5 назад, по настоянию ближайших товарищей по работе, я согласился написать автобиографию». А книга Андрея Громыка «Памятная» открывается так: «Эта книга появилась на свет не внезапно. Идею написать воспоминания предлагали мне многие люди. Такую же мысль высказывали и товарищи по работе, и близкие, и совершенно незнакомые советские граждане, и даже иностранцы». В мемуарах миллиардера Джона Рокфеллера сказано: «Полагаю, что в жизни каждого человека наступает момент, когда у него появляется желание снова оглянуться на те маленькие и большие события, которые составляли главные этапы его прошлого». Так и мне неожиданно захотелось проявить кокетство старого болтуна и завести разговор о людях и обстоятельствах, которым не привелось быть свидетелем в моей весьма бурной жизни. Один из предводителей борьбы за независимость США, Бенджамин Франклин, свою книгу «Время, деньги», написанную в виде писем сыну, начинает так: «Дорогой сын, я всегда любил собирать сведения о своих предках. Ты, вероятно, помнишь, как я расспрашивал всех своих находившихся в живых родственников, когда ты был вместе со мной в Англии, и как я ради этого предпринял целое путешествие. Предполагаю, что и тебе тоже будет не безинтересно узнать обстоятельства моей жизни, многие из которых тебе неизвестны, и предвкушая наслаждение, которое я получу от нескольких недель ничем не нарушаемого досуга, я сажусь за стол и принимаюсь за писание». Из этих примеров видно, как при подготовке книги мне пришлось месяцами скрупулезно пересматривать мировую мемуарную литературу, возвращаться к ранее прочитанным книгам, брать в руки произведения многих авторов, на которые в свое время по разным причинам я не обращал внимания. И вот что я заметил: большинство мемуаристов, особенно те, кому приходилось быть в гуще жизни страны, и особенно руководители государств, считают уместным оставить воспоминания своим современникам и грядущим поколениям. В
В предисловии к своей книге «Решение. Моя жизнь в политике» Герхард Шрёдер, деятельность которого на посту канцлера Германии я ценю особенно, пишет: «Работу над этой книгой я воспринял как вызов для себя, и вместе с тем это принесло огромную пользу. Полезно окинуть взглядом прошлое, еще раз мысленно отследить все пути. Отчасти давно забытые или вытесненные из памяти, вспомнить, почему на определенной остановке было решено продолжать прежний курс, вызвать в своем воображении перекресток и поискать причины, по которым тогда в этой точке интуитивно предпочли повернуть и не искали другого пути. Сегодня, зная все результаты давних решений, проверить, отвечали ли те решения тогдашним намерениям и привели ли они к цели». Верные слова. Мы политики, но не историки. Говорят, историку легко быть умным, ибо он знает, что было после, может одновременно видеть и события, и его последствия. Но историк не может сделать то, что может политик. Ему не суждено влиять на историю. Шутка больше всех изменили историю историки. Шутка больше всех изменили историю историки, адресованные исказителям истины. К тому же у историка есть возможность использовать временную перспективу в его собственной воле, когда и как давать оценку событию. Но даже при этом, к примеру, хотя с момента распада Советского Союза прошло более 30 лет, сколько бы авторов ни говорило о последствиях этого, до сих пор сложно найти полноценное научное творение, в котором глубоко анализируются причины. Это еще раз ярко свидетельствует о том, что давать оценку историческим событиям – весьма трудная задача. Одно из главных условий написания книги, особенно мемуаров – самому быть хозяином своего времени. Вот почему большинство произведений данного жанра рождается тогда, когда за плечами автора уже достаточно прожитых лет. Хотя дело, конечно, не только в этом. Вопрос в том, что пожилой возраст открывает возможность дать оценку своей жизни. Кажется, только в преклонные годы понимаешь, что жизнь – это погоня в поисках своего места в этом мире. Найти себя значит познать жизнь. Отдаленность во времени позволяет упорядочить и взаимоувязать некоторые переплетенные и запутанные нити жизни. Как говорил Есенин, лицом к лицу лица не увидишь, большое видится на расстоянии. Если смотреть на пройденный путь спустя много лет, то, несомненно, многие вещи воспринимаются по-другому. Вчерашний день должен помогать нам объективно понимать день сегодняшний. Если верно поймем настоящее, то можем четко представить себе будущее. Когда наступает угроза тупика, путник в первую очередь оглядывается туда, откуда пришел. Эту книгу нельзя рассматривать ни как обычную биографию, ни как историческое исследование. Да, в книге я рассказываю об основных рубежах своей жизни, пишу о событиях, увиденных мной в 2 столетиях или оказавших влияние на мою судьбу. Поэтому, возможно, здесь нередко будут встречаться эпизоды, где основное внимание уделено мне. Но в книге о своей жизни нельзя избежать этого. Часто и другие авторы то и дело попадаются в эту ловушку. В книге Джорджа Буша-младшего «Ключевые решения» на 121 странице я подчеркнул строки: «Я чувствовал себя комфортно рядом с Бобом. Он откровенный, скромный человек, имевший достаточно внутренних сил. Я пообещал ему, что у него будет доступ ко мне в любое время. Далее я сообщил ему, что есть еще кое-что, о чем он должен узнать. Перед тем, как вступить в должность, я всерьез рассматривал вариант увеличения количества войск, которые присутствуют в Ираке. Я сказал ему, что знал о том, что у него чудесная жизнь в A&M, но его страна нуждается в нем. Как видите, здесь тоже немало я. Однако в своей книге я стараюсь придерживаться следующих мудрых слов Баужана Мамушилы. «Не говори «сделал я», скажи «сделала тысяча». Не говори «сделала тысяча», а скажи «сделал герой». Не говори «сделал герой», а скажи «сделал народ». Не лишне помните и продолжение мысли писателя. Если я не принадлежу тысяче, если герой не принадлежит народу, то кто может сделать это? Я уже сказал, что для любого политика писать мемуары – дело рискованное. Особенно это трудно для политика 20 века. Человечество продолжает свое развитие. Время сжимается. События... Это к нам стучат? Да. Спросишь, кто там? Да. Ага. Что там? Пойдем посмотришь. Так, сейчас пойдем посмотрим, что там. Это, кстати, наш номер. Да.
Ох С ты ж! днем рождения. День рождения! Сегодня девочки тут будут валяться. И торт. А когда он так тихо зашел? Или это они Только болтали? начал, короче говоря, А. читать. Я его запустила. Он сразу сказал: угрожать. День рождения. А. Я думала, он сейчас вообще унесет к кровати. А я слышал, кто-то болтал, думал, за дверью. Классно. Видите, у меня и правда сегодня день рождения. Так что комментируйте, Что это он принес? как пахнет еще вкусно. Цветочками. Да. Ой, да. Так, ну все, я продолжу читать. Не забывайте ставить лайки, кто еще не ставил. Так, на диван пересяду, то на кресле неудобно. Так, все, продолжаем. Человечество продолжает свое развитие. Время сжимается. Событие, которое раньше длилось десятилетия, сейчас промелькает за 1 год. И это действительно так. Но все же кажется, что в предстоящие века глобальные политические события, способные кардинально изменить жизнь человечества, по своему количеству и весу будут проигрывать именно 20 веку. Не идя за примерами слишком далеко и даже не обращаясь к историческому опыту дальних и ближних соседей, мы могли бы убедиться в этом, окинув взором историю Советского Союза, с которой связаны как наши собственные судьбы, так и судьбы наших отцов, дедов и прадедов. Это были какие-то 100 лет, когда в результате Первой мировой войны и революции рухнула Российская империя, до того влиявшая на судьбы всего мира. Когда на волне обнадеживающих лозунгов и сладких обещаний большевиков сумели провести за собой босоногих бедняков и создать новое государство. Когда сразу же после его создания новая власть начала истреблять собственный народ, сначала в огне гражданской войны, а затем в годы Голодомора. Наряду с этим она провела индустриализацию страны, победила во Второй мировой войне, организовала ликвидацию безграмотности и привела народ к вершинам просвещения науки. Первой в мире отправила человека в космос, а потом бездумно и бездарно проиграла в гонке вооружений, промотала благосостояние народа и в конце концов привела к распаду страны. В мирное время и без видимых причин, завершив историю некогда великой державы образованием на ее обломках 15 независимых государств. Мы были свидетелями некоторых из этих событий, жили рядом с людьми, которые были очевидцами отдельных из них. Необходимо осмыслить опыт прошлого, дать ему оценку. Только тогда мы приблизимся к постижению уроков истории. О чем говорим неустанно. Для нас самое необходимое мерило – время. Временная дистанция позволяет смотреть со стороны на грандиозные события 20 века, осмыслить их с холодной рассудительностью. Лев Троцкий в своей книге «Моя жизнь». Замечаете, многие мемуары имеют похожие названия. Пишет: «Наше время снова обильно мемуарами, может быть более чем когда-либо. Это потому, что есть о чем рассказывать». Интерес к текущей истории тем напряженнее, чем драматичнее эпоха, чем богаче она поворотами. Книга Троцкого вышла в 1930 году. В 20 столетии к тому времени произошли такие события, как Первая мировая война, Октябрьская революция, образование СССР. С другой стороны, в данном случае отсутствует определенная временная дистанция. Но даже при этом человеку, способному осмыслить прошедшее, было что сказать. Основные события, которые я перечислил выше, в одном коротком предложении произошли в последние 70 лет того века. Из них, имевшие место на протяжении 60 лет, я сам мог увидеть воочию. Хорошо сознаю, какая опасность подстерегает любого, кто пытается осмыслить явления прошлого или настоящего, восстанавливая в памяти собственную жизнь. Анализируя свой накопленный годами опыт, увиденное и пережитое. Так или иначе, приходится обращаться к подробностям автобиографического свойства. А здесь не ровен час можно и в мелочах потонуть, перепутать важное со второстепенным, и в субъективизм впасть, позволив восторжествовать над истиной, былым эмоциям и пристрастиям. Особенно трудное занятие рассказывать о людях, знакомых по личному общению. Писал я в книге «Без правых и левых», вышедшей в далеком 91 году. Тогда еще существовал СССР, и Компартия была на месте. С тех пор прошло много времени, многое кануло в лету. Но мы должны благодарить Всевышнего за то, что являемся поколением, на долю которого выпала возможность жить в самом чувствительном времени и месте, в решающую пору истории человечества. Хочу признаться в том, что когда-то я не понял слова известного поэта «Блажен,
кто посетил сей мир в его минуты роковые. Быть может, настоящие любители поэзии и не обратят на это внимания, а литературные критики и вовсе не согласятся со мной. Но теперь мне кажется, что Федор Иванович Тютчев имел в виду особенно блаженную пору, которая дает человеку возможность с благодарностью воспринять не только светлые, но и теневые стороны жизни, полные противоречий. В этом как бы заключено весьма высокое и до конца неосознаваемое содержание жизни. Возможно, это похоже на состояние путника, который долго блуждает во тьме, но чувствует свет в конце туннеля, хотя и еще не видит его и понимает, откуда идет и куда направляется. Несмотря на смертельную усталость, знает конечную цель своего трудного пути. Сейчас мы не похожи на путника, который идет вслепую и находит дорогу на ощупь. Однако все еще есть соблазн свернуть с прямого пути и пройти по заезженной извилистой дорожке. В такие моменты стала традицией говорить об угрозах прошлого. Здесь важно придерживаться истины, а истина, в первую очередь, удел очевидцев. По мнению Ильи Эренбурга, когда очевидцы молчат, рождаются легенды. Кстати, его очерк «Казахи», написанный в годы войны, стал одним из произведений, которые широко прославили наш народ в пору грозных испытаний. Следовательно, мы должны по возможности максимально полно рассказать всю истину об эпохе, в которой жили сами. Почему я сказал «по возможности»? Потому что, как писал наш великий историк Мухаммед Хайдар Дулати, Аллах лучше знает, а простому смертному не дано все знать. Поскольку человек не знает всего, он не может дать и достойную оценку всему. Это однозначно. Но не лишнее понимать и о том, что есть немало возможностей максимально приблизиться к истине. Много написано книг о сложном характере 20 века, о сущности государства СССР, занимавшего 1/6 часть земной суши, о независимых государствах, возродившихся после распада этой державы, о собственном пути развития нашего Казахстана. Есть что читать и есть о чем поразмыслить, о ряде аспектов новой истории нашей страны. Повествуется в таких многих книгах, как «Без правых и левых на пороге 21 века». Разумеется, фрагменты некоторых размышлений и выводов я буду использовать и в этом труде. В политической литературе есть традиция использования в мемуарах ранее опубликованных материалов. Фидель Кастро известен всему миру как пламенный оратор. 26 сентября 1960 года он выступал с трибуны Организации Объединенных Наций 4 часа 29 минут, а до этого во время Кашмирского конфликта 50-х годов. Постоянный представитель Индии в ООН на заседании Совета Безопасности выступал в течение 7 часов, но эта речь наверняка осталась лишь в памяти дипломатов. Даже сам Кастро, человек с феноменальной памятью, в книге биографических интервью «Моя жизнь» не считал лишним при необходимости делать ссылки на свои выступления, заявления, доклады. Об этом журналист Игнасио Рамони, подготовивший книгу, пишет: «Кубинский руководитель решил, что не стоит повторять сказанное, и вместо ответа на некоторые мои вопросы или с целью расширить свой ответ предложил мне в некоторых случаях обратиться к его недавним речам, заявлениям и другим выступлениям. Понятно, что в наши дни вся жизнедеятельность президентов и премьеров, их выступления и интервью в своей массе фиксируются и протоколируются, и это тоже помогает писать мемуары. К тому же на меня работает и моя давняя привычка, еще со времен работы в Тимиртау и Караганде, заносить на бумагу самое существенное из увиденного и узнанного, свои впечатления, мысли и чувства. Можно доверять крепкой памяти, но записанное в свое время особенно важно. Ноша ответственности. Чем выше политический статус человека, тем выше становится его ответственность. Это бесспорно. Поэтому для политика важны достоверность, точность приведенных в его книге сведений, а этого можно добиться только путем тщательного отношения к документам. Мемуары человека, руководившего государством, хочет он этого или нет, не могут не повлиять на формирование историографии того государства. Хотя очевидно, что историю делает народ. Вместе с тем бесспорно и то, что на ход истории конкретное влияние оказывают и личности, возглавляющие народ. На этот счет можно привести сотни примеров. Географическое расположение страны и особенности ее экономического развития, своеобразие прошлого опыта и, наконец, менталитет людей – все это оказывает объективное влияние на результаты реформ, на окончательные итоги. Но, по моему мнению, объективные причины не всегда являются определяющими. Многие ситуации бывают зависимы от субъективных качеств руководителей этих стран.
Поэтому, когда я приступил к строительству нашего государства, я тщательно ознакомился с биографиями многих личностей, основателей государств, чтобы узнать секреты их достижений и причины их неудач. Могу с искренней благодарностью читателя назвать следующие книги: «Моя жизнь, моя вера» Махатмы Ганди, «Мысли узника святой Елены» Наполеона Бонапарта, «Беседы у камина» Франклина Рузвельта, «Битва за Европу» Шарля де Голля, автобиография Маргарет Тэтчер, «Сингапурское чудо» из третьего мира в первый Ли Куан Ю, «Доктор своей страны» Махатхира Мохаммада, «Робким мечтам здесь не место» Шимона Переса, «Моя жизнь» Билла Клинтона, «Когда рухнул железный занавес» Эдуарда Шеварднадзе, «Решение», «Моя жизнь в политике» Герхарда Шрёдера, «Жизнь и реформы» Михаила Горбачева, «Президентский марафон» Бориса Ельцина, «От первого лица» Владимира Путина, «Долгая дорога к свободе» Нельсона Манделы, а также труды Генри Форда, Бенджамина Франклина, Джона Рокфеллера. Есть и другие книги. Достаточно примеров, когда выдающиеся личности сыграли огромную роль в истории своих стран. Первый президент Турции Кемаль Ататюрк, 31-й президент Америки Франклин Делано Рузвельт, отец китайских реформ Дэн Сяопин, бывший премьер-министр Малайзии Махатхир Мохаммад. Этот список можно продолжать. Среди этих фигур для меня особое значение имеют три человека: Мустафа Кемаль Ататюрк, Шарль де Голль и Ли Куан Ю, о которых я подробно расскажу позже. С другой стороны, в размышлениях о событиях прошлого нежелательно ограничиваться только официальными сведениями. В начале главы я упомянул, что характер данной книги должен отличаться от моих трудов, написанных до этого. Я не могу поставить перед собой задачу, которую ставит перед собой историк или писатель. Эта книга – история Малайзии, какой она мне видится, но также это история моей жизни. Эти слова Махатхира Мохаммада могу повторить и я. В этой книге я поведаю о новой истории моего родного Казахстана, о судьбе, выпавшей мне, но и при этом считаю, что будет неправильно ограничиться лишь описанием событий, участником или организатором которых я являлся. Однако из главных требований, предъявляемых к любой книге, ее занимательность. По мере возможности постараюсь увлекать читателя от главы к главе. Посмотрим, как это получится. В моей жизни хватает и поучительных уроков, и неожиданных событий, и перипетий судьбы, и самых запутанных конфликтов. Прочитавший книгу человек убедится в этом. Моя работа в качестве главы государства позволила мне общаться с разными людьми, побывать в многих зарубежных странах. Я неоднократно встречался, вел обстоятельные беседы со всемирно известными деятелями, с руководителями самых могущественных государств. Приходилось проявлять и немало упорства, защищая интересы родной страны. Каждый шаг Казахстана на пути независимости был важным и значимым. Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с такими лидерами и высшими должностными лицами, как Михаил Суслов, Динмухамед Кунаев, Маргарет Тэтчер, Цзянь Цзэминь, Ху Цзиньтао, Си Цзиньпинь, Шимон Перес, Ясер Арафат, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Владимир Путин, Виктор Черномырдин, отец и сын Буши, Ганс Дитрих Геншер, Гельмут Коль, Жак Ширак, Франсуа Миттеран, Джеймс Бейкер, Альберт Гор, Иоанн Павел II, Хуан Карлос I, Фахд ибн Абдул Азиз Аль-Сауд, Заид ибн Султан Аль-Нахаян, Билл Клинтон, Барак Обама, Дональд Трамп, Тургут Озал, Реджеп Таип Эрдоган, Сильвио Берлускони, Эдуард Шеварднадзе, Гейдар Алиев, Александр Лукашенко, с такими выдающимися современниками, как Юрий Гагарин, Галина Уланова, Зураб Церетели, Пласио Доминго, Чингис Айтматов, Бибигуль Тулигенова, Абиш Кекелбаев, Асанали Ашимов, Сабит Оразбаев и многими другими. Думаю, получатся занимательными и полезными мои рассказы о встречах с некоторыми такими личностями. Полагаю, что читателю будет интересно узнать их не только как руководителей государств, политических деятелей, мастеров культуры, но и как обыкновенных людей из плоти и крови. В целом, я побывал в 71 стране и совершил 534 зарубежные поездки. И если рассказывать хотя бы малую толику из того, что я там узнавал и увидел, то и это, считаю, было бы весьма поучительным. Писать мемуары – это не значит ограничиваться только собственным опытом. Размышляя о судьбе родной страны, не можешь не говорить о событиях и людях, повлиявших на нее. Верно подметил Ортега и Гассет. Прошлое находится не где-то там,
и в своем времени, а здесь, во мне. Прошлое – это я, это моя жизнь. Прошлое присутствует в настоящем в той мере, в какой оно способно воздействовать на нашу жизнь. Если мы хотим стать мощным государством, создатель Менгелик ел вечную страну, то должны впитывать в себя истоки народной истории. Поэтому в книге наряду с раздумьями о личностях, оставивших неизгладимый след в прошлой жизни народа, будет уделено место моим мыслям о грандиозных знаменательных событиях 20 века, сыгравших особую роль в судьбе казахов. Дальнейшее развитие в ходе написания книги получат мои, оформленные в разные годы в виде набросков размышления об Октябрьской революции, гражданской войне, небывалом голоде, репрессиях, войне, разрушении национальных устоев, унижении нашего достоинства руками совершенно чужих руководителей, декабрьских событиях независимости, провозглашенной в то смутное время, о нашем самоотверженном труде на пути укрепления суверенитета и о многом другом. Метод набросков я практиковал и раньше. Так, разговоры с руководителем ГКЧП Янаевым, Крючковым, Шейниным, Павловым, Лукьяновым, Язовым, а также с Ельциным, поднявшим москвичей против них во время августовского путча 91 года, занесены в мой дневник, где были расписаны буквально по часам и минутам. Позднее их использовал в одной из глав своей книги Махмуд Касымбеков, известный государственный деятель и мой соратник на протяжении 30 лет, который системно и подробно исследовал мою жизнь и деятельность. Понятно, что биография главы государства представляет интерес для граждан страны, но особое дело молодежь, только-только встающая на крыло, и для нее важно наличие конкретных фактов и справедливого анализа того, как происходили события, основной логики решений, принятых в интересах страны и сложные периоды ее становления. Сегодня ровесники независимости уже окончили высшие учебные заведения, шагнули в большую жизнь, и такова природа человека, он склонен быстро забывать прошлое. Для нас стали обычным делом мирная и благополучная жизнь в стране, переживаемые нами экономические перемены, жизнелюбие наших граждан и их вера в свои силы и завтрашний день. Конечно, говоря о достижениях, я не намерен обходить недостатки, имевшие место. По мере возможности я буду их анализировать. На заре независимости Казахстана в нашу страну приезжал и делился своими советами Ли Куан Ю, замечательный человек и блистательный лидер, сотворивший сингапурское чудо. Во вступлении к своей книге «Из третьего мира в первый» он пишет: «Я написал эту книгу для молодых жителей Сингапура, которые воспринимают общественную стабильность, экономический рост и процветание как нечто собой разумеется. Я хотел, чтобы они знали, как трудно было выжить в маленькой стране с территорией в 640 квадратных километров, лишенных каких-либо природных ресурсов, окруженной большими, только что получившими независимость государствами, проводившими националистическую политику. Те, кого в 1942 году обожгла война, кто пережил японскую оккупацию Сингапура, кто принимал участие в создании новой экономики Сингапура, смотрят на вещи куда реалистичнее. Мы не можем позволить себе забыть, что общественный порядок, личная безопасность, экономический и социальный прогресс и процветание не возникают сами по себе, а является результатом непрерывных усилий и постоянного внимания со стороны избранного народом честного и эффективного правительства». Я бы тоже полностью присоединился к этим словам. Нам тоже было нелегко преодолеть всеобщую безработицу. Мы хотели бы, чтобы молодежь знала, как трудно дались нам диверсификация экономики, приспособленная лишь к поставке сырья в центр, приватизация имущества, которое раньше полностью принадлежало государству, а потом оказалось практически ничейным, воспитание в людях чувства настоящего собственника, четкое определение границ, создание собственной армии, переезд столицы в центр страны, что позволило нейтрализовать хищные устремления некоторых на наши земли, сохранение единства и сплоченности разных этносов, превращение Казахстана в авторитетное государство со стабильной внутренней и внешней политикой. При этом надо внятно сказать, что и становление и формирование Казахстана начиналось не в 1991 году. Многовековая сложная судьба, борьба за свободу, самоотверженная созидательная работа во имя конечной цели – все это важные вехи, которые привели нас к независимости. Знать все это, ценить все совершенное, все свершенное – залог национальной гордости и достойного будущего. История должна служить настоящему и будущему. Важно извлекать уроки из прошлого политического опыта. Человек, претендующий на истину в последней инстанции, заблуждающийся человек или человек, обманывающий окружающих. К тому же в оценке любого события и любой личности всегда важен угол зрения.
а один человек не может одновременно видеть явления во всех его гранях. Однако сказать открыто о том, что видел, что чувствовал, быть по возможности справедливым – человеческий долг, долг чести. Я никогда не забываю об этом. Среди книг, написанных обо мне, книга Бэйбита Сапарлы «Детские годы первого президента» является одним из произведений, привлекающих к себе особое внимание. В предисловии к ней автор размышляет: в некоторых мемуарах мы встречаем выражение неприязни или приязни, угодливости, лжесвидетельства с целью морального удовлетворения, намеренного добавления лжи или чрезмерного сгущения красок, когда непреднамеренное выдается за преднамеренное. Бывает и так, что благодаря ярким воспоминаниям очень давние события предстают перед нами во всех подробностях. Встречаются, хотя и редко, современники, которые в старости рассказывают о том, что сами не видели, а только слышали, были косвенными свидетелями. Из фактов повседневной жизни создают мифы. Появляются в нашей жизни и такие герои, что раньше боялись нарушить установленный порядок и предпочитали молчать, а теперь, когда уже все в прошлом и, казалось бы, обсуждать нечего, начинают рассказывать совсем не то, что другие. Есть среди нас и такие люди, кто раньше не мог публиковать написанное, и они страдали от этого. Таким образом, в жизни каждого человека, если вдуматься, бывают противоречия. В своей книге я буду постоянно помнить об этих моментах. Ни одно из грандиозных событий, охвативших планету в 20 веке, не прошло мимо Казахстана, не задев казахский народ. Наши отцы были очевидцами катаклизмов в его начале. Мои сверстники видели послевоенные потрясения, а на долю их детей выпало счастье быть свидетелями наступления рассвета независимости. Строить новое государство, участвовать в его формировании. Внукам же предстоит заниматься дальнейшим утверждением свободы в новых, значительно более сложных условиях. Казахский народ на протяжении многих веков боролся за свою свободу и независимость, благодаря своим самым лучшим качествам: умению сплачиваться в моменты опасности, стремлению жить с другими народами в мире, согласии и добрососедстве. Он не сгинул в водовороте истории, смог восстановить свою государственность. В час испытаний, когда пересеклись линии истории и линии судьбы, я был назван лидером страны казахов, первым президентом Республики Казахстан, и повел свой народ неизведанным и тернистым путем независимости. Я привык связывать свои победы и достижения в первую очередь с родным народом. Поэтому и в радостях, и в трудностях я хочу, чтобы моим критикам, мерилом моей совести был именно мой народ. Нелегким был этот путь. На этом пути я преодолел различные крутые перевалы и рубежи. Не все задуманное удалось превратить в жизнь. Вообще-то в политике это и невозможно. Не зря говорится, что политика – искусство возможного. Приходилось и отступаться, поскольку мы шли по бездорожью. Тому есть и объективные, и субъективные причины. И это вполне естественно. Недостатки иногда могут принести больше пользы, чем достижения, ибо не из неудач легче извлекать уроки. Но как бы то ни было, бесспорно одно – Казахстан укрепился как независимое государство, был признан в мире, и это неопровержимая истина. Путь политики – путь борьбы. Вплоть до сего дня я сталкивался со многими преградами. Некоторые из них создавало время, некоторые общества, некоторые люди. Этот разговор в книге ведется не ради того, чтобы свести с кем-то счеты, а лишь с намерением дать оценку событиям и людям. Когда люди не знают правду, рождаются самые разные домыслы. У новой истории Казахстана хватает своих белых пятен. Слава Богу, я преодолел все возникавшие передо мной преграды. В отличие от других частей света, распад СССР вылился не в появление новых государств, абсолютно не имеющих исторической основы, а в возрождение государственности с глубокими историческими корнями, которые в свое время едва не были ликвидированы силой. Многообразный опыт возрождения разных государств потребовал от нас найти свой собственный путь. В новой книге повествуется о том, как он начинался, формировался и как получил дальнейшее продолжение. Одной из задач моих мемуаров является и стремление развеять закоснелые стереотипы во взглядах на нашу страну, сложившиеся в ряде зарубежных СМИ. Мемуарист не романист, он не должен стремиться одинаково понравиться всем. Человеку, прочитавшему эту книгу, она может понравиться или не понравиться. Но главное, благодаря данному произведению, он задумается о судьбе страны, будет размышлять о прямой ответственности каждого человека за ее будущее. Выражение «народ и власть» условно, потому что власть тоже формируется народом, путем выборов, силой общественного мнения. Власть – это часть народа. Время и история – основные ценители.
Каждый из своих современников считает важным себя, ценит собственную значимость. Со своей стороны горжусь тем, что могу с полным правом сказать, что я оставляю народу независимое государство, признанное и уважаемое миром, с крепкой экономикой, закрепленными границами и свободной, открытой, смелой молодежью, воспитанной в годы независимости. История – это прежде всего история людей страны. Из их судеб складывается судьба страны, история государства. Разумеется, на историю государства больше других влияет человек, которому доверены бразды правления. В своей деятельности я всегда руководствовался интересами страны и родного народа, не жалел сил ради его блага. Пройдя вместе со мной по вехам моей жизни, уверен, вы и сами убедитесь в этом, уважаемый читатель. Я должен отметить, что обо мне написан ряд биографических книг и исторических исследований. В книгах Токаева представлены глубокие размышления о формировании нашего внешнеполитического курса и о разных исторических личностях. В его трудах дана оценка и моей деятельности. Среди прочих сочинений можно назвать сборник моих подробных интервью, взятых известными казахстанским журналистом-публицистом Абдрахмановым, изданных в составе книги «Вехи жизни». Она послужила основой для данных мемуаров. Книги британского писателя Айткена, российских писателей Зинковича, Медведева, Млечина, Плеханова, Видовой, а также ряда других авторов, немало написано обо мне политологом, публицистом Касымбековым. Я благодарен им всем, но все же я пишу свои мемуары. Так, вот мы и прочитали первую главу, так что ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. И если у вас будет самый лучший комментарий, то эта книга достанется вам. Всем пока-пока, спасибо за поздравления, до послезавтра.